Секретная лаборатория Украины. Благодаря этому Кремль может быть побежден. Танки у России почти закончились. Поворот на фронте и новая шокирующая тактика Кремля, которой еще не было. Скандал по-русски в Латвии. Служба госбезопасности начала расследование. Крым под ударом. Про отдых там этим летом можно забыть. Пляж под прицелом, полуостров превращается в изолированную зону конфликта. Британия теряет лицо. Одна из старейших империй Европы на пороге исторического цивилизационного сдвига. Кадыровец дал заднюю, пришлось извиняться. Виктор Орбан исчез. Что случилось с премьер-министром Венгрии? Резкий разворот. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Морпехи, десантники, защитники Мариуполя. Россия и Украина начали второй масштабный обмен пленными. Возраст до 25 лет. В плену с 2022-го. Договоренность в Стамбуле. Стороны не называют точное число, но речь о сотнях. Зеленский подтвердил, обмен пройдет в несколько этапов. Среди освобожденных раненые, тяжело раненые и те, кто попал в плен в первые дни вторжения. Молодые лица живы, но то, что пережили, словами не передать. А впереди еще и обмен телами по формуле 6000 на 6000. Ужас войны без прикрас каждый день в разных местах. В Киеве похоронили спасателей, погибших в результате российского удара. Новая шокирующая тактика Кремля, которой еще не было. Оккупанты-камикадзе вместо мотоциклистов. На северском направлении россияне массово переходят к тактике живых гранат. Пара пехотинцев, несущих на себе рюкзаки с тротилом. Их задача не воевать и не закрепляться, а просто подойти к украинским позициям и забросить взривчатку в бліндаж. После чего в дело должны вступить дрони. Звичайно, життя у таких орків надзвичайно коротке, і в основному вони вмирають просто толпами, грядками по нашому передньому краю за допомогою тих дронів, на які ми збираємо, ударні бомбери, великі агродрони, які просто знищують вщент, розмазують цих орків ще на наших підходах, не даючи їм навіть побачити в обличчя наших хлопців. Это не фронтовая атака, это отчаянная ставка на человеческие заряды. Когда техника не справляется, людей больше не жалко. Очередная эволюция мяса в стратегии, где жизнь солдата не стоит даже шлема. Танковая армия Путина закончилась. Эти военные машины на фронте исчезают с такой скоростью, что даже пропаганда не успевает придумывать новые аналогов нет. В прошлом месяце потери РФ составили 1/10 часть от всего, что было с начала войны, и 1/5 от всех танков наступления 24-го. Советские склады пусты на 80%, а 3/4 сгоревших машин — новодельные Т-72 и Т-90, которые были произведены уже после начала вторжения. Заводы не успевают. Вместо танков в бой идут багги, УАЗики и мотоциклы. Российское наступление окончательно скатывается в мясную войну без брони. Вот такая сорвалась у нас отгрузка. УАЗик, Нива, семерка, Иж. Пляж под прицелом, Крым под ударом. Нью-Йорк Таймс пишет, полуостров превращается в изолированную зону конфликта. Крым, когда-то перекресток цивилизации, становится не жемчужиной РФ, как пытается показать пропаганда, а мишенью и ловушкой. Украина каждый месяц бьет по Крымскому мосту до 4 атак, перекрытия и задержки до 7 часов. Защититься полностью не удается. Над мостом град осколков от сбитых дронов, предупреждает телеграм-канал для водителей. Туризм почти мертв, свободы и безопасности ноль. Никакой свободы, никакого выбора, и к тому же здесь небезопасно, говорит жительница Ялты. Это как играть в бинго, только в плохом смысле. Люди не выбирали эту ситуацию, им ее навязали. Крым больше не курорт, а фронт. Россия требует признания аннексии, Украина не отступает. Трамп намекает, может и признаем. А на месте жизнь под сиренами, охотой за неугодными, тотальной пропагандой и джазом для раненых в военных госпиталях. Такова новая реальность оккупированного Крыма. Впрочем, выход всегда есть. Десятки тысяч людей оккупировали пляжи Геленджика после запрета купаться в загрязненном мазутном море Анапы. А это, друзья, обстановка на центральном пляже Дельфин в Геленджике. Прямо сейчас, 9 июня, 25 год. Люди купаются и загорают. Так что готовый пример для крымчан.
Пока Кремль прячет бомбардировщики под сетками, Украина в тишине секретно собирает новое оружие прямо у линии фронта, не на заводах, а в сотнях тайных мастерских. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung называет это военной лабораторией 21 века. Каждая атака как софт-апдейт, каждая деталь как стартап. Россия тратит миллиарды, а Украина ломает системы одной секретной схемой. Паутина от СБУ уничтожила целую эскадрилью и доказала: даже шины на крыльях не защита, а паника. Это больше не война чисел и превосходства. Это шахматы на выживание, где каждая сторона на ходу изобретает новые фигуры. Кто быстрее, тот жив. И если Россия привыкла воевать весом, Украина отвечает скоростью и интеллектом. Чего стоят только дроны на оптоволокне. Ножницы взял. Взял? Вон он идет. Вот он. Нет? Вот эти все режь. Падай. К производству БПЛА для Украины присоединяется также Черногория. Разрабатывают мощный дрон с боевой нагрузкой до 27 килограмм и временем полета до 10 часов. Не остался в стране даже легендарный французский автоконцерн Renault. Le Monde пишет, что в этом году он запустит производство боевых дронов для ВСУ прямо в Украине. Правда, у Renault есть одно «но». Министерство обороны связалось с нами по поводу возможности производства беспилотников. Обсуждения состоялись, но на данном этапе решение не принято, поскольку мы ждем от министерства дополнительных подробностей по этому проекту. Сегодня дроны отвечают за 70% уничтожения вражеской техники на фронте. В планах Украины использовать более 4,5 миллионов беспилотников в этом году. И весь мир от НАТО до Китая теперь смотрит и учится. Ведь оружие нужно не только Киеву, но и самому НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте собирается бить в набат. Альянс должен увеличить масштабы своей ПВО на 400%, но не только. Нам необходимо увеличить потенциал ракетной и противовоздушной обороны на 400%. События в Украине наглядно демонстрируют, как Россия ведет террор с воздуха, поэтому мы намерены значительно укрепить оборонительный щит, охраняющий наше небо. Тем временем Израиль тайно передал Украине системы ПВО Patriot, те самые, что ранее им поставляли США. Это помощь, о которой мало говорят, признал израильский посол в Украине. А Лавров негодует и уже запутался, кто, что, чего и кого винить. США нельзя, поэтому... Британцы-то 100%. Сэр Виктор Орбан исчез, премьер-министра Венгрии, как подменили всего за ночь еще позавчера против санкций и готовность встречать Путина, а уже накануне в интервью французскому телеканалу LCI сыпет совершенно другими цитатами. Я считаю, что русские понимают только язык силы, и Европа должна быть сильной. Мы и сами сначала не поверили, нам пришлось перепроверить подлинность высказывания. Правда, по мнению венгерского премьера, в Европе нет нужды опасаться нападения. Россия не может одолеть Украину, а значит не может и по-настоящему атаковать с НАТО. Потом Орбан все же вернулся к более привычной риторике и заявил, что Украина все равно проиграет, и для стабильного мира нужен договор между Москвой и Вашингтоном, без Киева и Европы, ну и без Орбана. Россиян снова опустили на землю. Внуково ушел под воду. Один из главных аэропортов Москвы затопило ливнем. Вода хлестала с потолков, зоны посадки в лужах. Рейсы отменяются, пассажиры мечутся между стойками, как в фильме «Катастрофе». И это не просто дождик раз прошел. Это уже предвестник обвала системы. Империя мечтает о новых территориях, но не может удержать крышу в своем главном аэропорту. Один ливень и уже не вылететь, не вернуться. Во Внуково не просто мокрый пол, мокрое дно путинской стабильности. В Латвии грандиозный скандал из-за русского языка. Там начали расследование против депутата Сейма Алексея Росликова. На заседании в своем выступлении против закона об устранении последствий русификации он заявил: «Нас больше русский язык, наш язык! Вот!» Служба госбезопасности Латвии подозревает его в разжигании розни и возможной помощи России. Власти реагируют жестко, начат процесс, который может стать прецедентом. Одна из старейших империй Европы на пороге цивилизационного сдвига. В каждой 4-й школе Англии белые британцы уже в меньшинстве, а в десятках не осталось ни одного. Об этом пишет Телеграф. Рекордный миграционный поток, более 800 тысяч в год, меняет лицо Британии быстрее, чем ожидали демографы. К 2063 году коренное население может стать меньшинством в собственной стране. И уже завтра именно мигранты будут определять, как выглядит британскость. Меняется все: язык, символы, традиции. Школы переписывают программы, улицы переименовываются, традиции стираются. Британия больше не экспортирует идентичность, она за нее цепляется. И вопрос уже не в прогнозах, а в том, чем закончится начавшийся перелом: сосуществованием или культурной войной.
Денег нет, а народная еда дорожает. На фронте якобы продвигаются, а в экономике все лишь затормаживается. Задержки зарплат в России выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Просроченная задолженность достигла почти 1,5 миллиарда рублей. Больше всего страдает строительство, отрасль, где люди вкалывают вахтами, а домой не могут уехать, потому что работодатель не платит, а билеты уже не по карману. Большинство людей, отработавшие вахты по трудовому договору, не могут попасть домой. Нам говорят, что денег у компании нет на вывоз нас домой. На этом фоне Росстат бодро сообщает, инфляция снижается. Ага, только вот шаурма за год подорожала на 39%, плюс 105 рублей к цене народного перекуса. И это если вообще кому-то выплатили уже зарплату. Пока Путин строит империю и воюет, россияне считают копейки и жуют шаурму в кредит, если, конечно, зарплата не ушла на удержание великой стабильности. Поэтому и приходится довольствоваться обещаниями и надеждами, что хоть где-то точно хуже. Джентльмены удачи по-украински или мароккански хотели в Испанию, оказались в Хмельницком. 2 гражданина Марокко залезли в турецкую фуру, надеясь добраться до Европы, но немного ошиблись маршрутом и приехали в Украину. Водитель разгружает опломбированный товар, а там сюрприз. 2 пассажира без визы, но с мечтой. Вызвали полицию, те все оформили. План был семья, работа, солнце, а в итоге Хмельницкий, военком и курс выживания. Ну а что, не Европа, что ли? Впрочем, ноу-хау по пассажирским перевозкам в Украине постоянно. Дошки. Розчини мені, будь добре, це все, аби подивився дошки. Є щось там чи нема? Нема. Точно нема нічого? Ну розчини мені, будь добре. Звідки, хлопці? Скільки ще є, крім тебе? 2 чи 1? Звідки самі? Платили гроші чи ні? Ні. Мали заплатити? Ні. Министр торговли США не знает, что в Америке не растут бананы. Он предложил производить их в США и стал героем вирусного позора. Пока в мире обсуждают кризисы и войны, в Конгрессе США разгорелся спор из-за бананов. Конгрессвумен Мадлен Дин обвинила администрацию в абсурдных тарифах, из-за которых Walmart уже поднял цены на бананы на 8%. Министр торговли США Говард Латник не растерялся и заявил: Хотите без пошлин, выращивайте это в Америке. Мы не можем выращивать бананы в США. Опешившая конгрессвумен добавила в X: Америка многое умеет, но бананы выращивать не наша. Суть спора — новые тарифы Трампа. По словам Дин, наказывает американцев за то, что они просто покупают нужные и качественные товары. Но Трампу, кажется, это безразлично. Очередное покаянное видео. На этот раз извиняются не перед кадыровцами, а кадыровец обтела Удинов дал заднюю. Чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь. Он извинился перед священником, которого сам же недавно называл дебилом в рясе. Тогда православный схиегумен Гавриил заявил, что мусульмане могут вырезать православных по слову муллы. За это его уволили. Похоже, и до него дошел сигнал. За языком нужно следить, и даже в Чечне словом можно нажить себе проблему. Особенно, если обидел своих. Некоторые мои друзья, с которыми я близко общаюсь, они мне сказали, что типа, конечно, священник был неправ. Ранее православные активисты потребовали восстановить отца Гавриила в должности. Многоуважаемый пастырь, священник, монах, проповедник сказал очевидные факты об огромном количестве приезжих, объединенных по религиозному принципу. А крестный ход в Москве превратился в политическую акцию. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.